секционно окрашенной пряжи связать что-нибудь пулинговое. Знаете ли вы, что такое пулинг? Если нет, то в этом видео появятся ссылки на мои обзорные ролики про пулинг. Ну, если коротко говорить, пулинг – это такая техника вязания крючком, которая позволяет из секционно окрашенной пряжи вывязывать такие вот красивые геометрические орнаменты. То есть пряжа как бы сама ложится в узор. Но есть одно но. Не всякая секционно окрашенная пряжа ляжет в узор. Как понять, какая пряжа ляжет, какая не ляжет? Тут тоже у меня был ролик на эту тему. Но в этом ролике я хочу с вами пройти путь от мотка до полотна и посмотреть, что у нас получится. Вот у меня есть такой моток пряжи. Это секционно окрашенная пряжа. Первое, что я должна сделать, это проверить, в принципе, подходит ли она для пулинга. Мы с вами уже обсуждали, как это сделать. Нужно отмотать отрезок. Я не говорю небольшой отрезок, потому что зависит от количества секций в пряже. И изучить этот отрезок. Конечно, в магазине сделать это будет проблематично. Поэтому я покупала много разной секционно окрашенной пряжи. И мало что из нее подошло. Итак, мы сейчас эту пряжу внимательно с вами рассмотрим. Первое, на что мы ее проверяем, на четкость секций. Что такое четкость секций? Это четкость смены цвета. Вот у нас белый отрезок, четкая граница между белым и следующим, да, такой сероватый. Дальше серый переходит в синий, тоже четкая граница. Синий переходит в красный. То есть мы можем действительно видеть, что в этой пряже четкие границы цвета. Дальше. Теперь нам нужно посмотреть, сколько там, собственно, секций в этой пряже. Сколько этих цветовых фрагментов. Вот у нас белый. Дальше у нас идет, давайте назовем его черным. Тут не важно, как мы цвет обозначим. Дальше у нас идет синий. То есть уже 3 секции. Дальше красный. Потом желтый. Так. Потом белый. Снова черный. И дальше мы видим, что после черного снова идет синий. После синего красный и так далее. Что мы видим? Значит, во-первых, мы видим, сколько здесь цветовых наших секций. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5. Потому что 6-я повторяет 1-ю. То есть у нас в этом мотке 5 цветовых секций. Что мы видим дальше? Что порядок следования цветовых секций друг за другом соблюден. Что это значит? Белый, черный, синий, красный, желтый. И снова белый, черный, синий, красный и вот желтый. Это очень важно, потому что если вы увидите, что цвета меняются местами, порядок следования их нечеткий, непоследовательный, то эта пряжа нам точно не подойдет. Значит, здесь и четкие границы, и четкая правильная последовательность цветов одинаковая. При этом обратите внимание, что длина секторов цветных, она может быть не равна. Ну, то есть отрезок белого цвета может быть не равен отрезку черного или синего или красного. Они между собой могут быть разной длины. Но вот длина каждого белого должна быть примерно одинаковой. Длина каждого черного, да, должна быть примерно одинаковой. Ну, плюс-минус, там, не знаю, сантиметр может быть. Но глобально вот так должно быть. Дальше. Еще важный есть параметр, собственно, вот эта вот длина, да, отрезка. В идеале она не должна превышать сантиметров 30 примерно, потому что если будут очень длинные отрезки, то очень большое нужно будет связать полотно, чтобы на нем был виден узор. Вот такие вот примерно 30 сантиметров, где-то чуть меньше, вот это прям очень хорошо нам подойдет. Итак, мы убедились, что пряжа для пулинга подходит. Теперь нам предстоит моя самая любимая часть, попробовать ее уложить в узор пулинговый. Но сначала, для того, чтобы понять, какой у нее раппорт, все-таки в пулинге есть раппорт, но он немножко не такой, как в классическом вязании, нам нужно связать образец. Значит, мы с вами запоминаем, а лучше записать на бумажке последовательность цветов. Белый, черный, синий, красный. Правильно я все делаю? Белый, черный, синий, красный, желтый. У нас 5 цветов.
Вот мы с вами, это будет наш как бы цветовой рапорт. Вот мы сейчас возьмем крючок, подходящий под нашу пряжу. Завяжем начальный узел и начнем набирать воздушные петли, обращая внимание на цвета, которые укладываются в нашу цепочку воздушных петель. Вот у нас белый сегмент, неважно, сколько здесь петель. Вот мы сейчас перешли на черный сегмент. Сейчас постепенно перейдем на синий. Синий закончился, мы перешли на красный сегмент. Не считаю, сколько у меня тут петель, мне не важно, я смотрю на цвет. Красный закончился, перехожу на желтый. И вот после желтым, собственно, закончится мой цветовой набор, да, вот этот вот из отрезков. И в тот момент, когда я вытяну крючком уже снова белый цвет, я закончу набирать мою цепочку. Вот у меня цепочка, которая представляет из себя мой цветовой рапорт. Белый, черный, синий, красный, желтый. Мы тут с вами понимаем, что белого тут на самом деле будет больше. Просто клубок начался с белого цвета, но не с полной длины этого отрезка. Это ничего страшного сейчас, абсолютно вы это поймете. Итак, мы набрали целиком наш цветочный вот этот вот цветовой сегмент. Теперь начинаем вязать наш образец. Мы будем вязать шахматкой, то есть будем провязывать столбик без накида, чередовать его с воздушной петлей. Начиная с второй петли от крючка, мы провязываем столбик без накида. Дальше 1 воздушная, петлю следующую пропускаем и в следующую вяжем снова столбик без накида. 1 воздушная, снова пропустили 1 петлю, в следующую связали столбик без накида. Снова 1 воздушная, 1 петлю пропустили, столбик без накида. Уже переходим на черный цвет, продолжаем вязать в таком же ритме. Столбик без накида, петлю пропускаем, воздушная. Значит, что нам важно, что мы вяжем не до конца ряда, а до тех пор, пока не провяжем все цветовые сегменты. Вот мы сейчас на синий цвет перешли. Продолжаем пока вязать. Неважно, какой у нас цвет в цепочке воздушных петель. Не обращаем на это никакого внимания. Так, вяжем пока красным. Вот сейчас перейдем на желтый. Как мы помним, желтый у нас завершает наш цветовой набор. И как только мы вытянем на крючке белый цвет, вот это сейчас произошло, мы останавливаемся. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Мы с вами цепочку воздушных петель набирали тоже на весь цветовой набор. Сейчас мы провязали с вами первый ряд тоже на весь цветовой набор. Белый, черный, синий, красный, желтый. Но из-за того, что мы вяжем с вами теперь столбиком без накида через воздушную петлю, наш цветовой набор теперь имеет вот такую длину. Мы не довязываем до конца. Этот хвостик нам больше не пригодится. Не волнуйтесь, мы его потом распустим, и все будет в порядке здесь. Все закрепится нормально совершенно. Теперь мы на вот этой длине будем вязать несколько рядов для образца. Для чего? Чтобы понять, сколько столбиков у нас умещается в каждом цвете. Нам это пригодится потом для расчета нашего орнамента. Вот мы провязали ряд, 2 воздушных петли, поворачиваем вязание. Теперь в промежуток между столбиками, мы в прошлом ряду вязали там воздушную петлю, в этот промежуток мы теперь вяжем столбик, воздушная, следующий промежуток столбик, воздушная. То есть там, где в прошлом ряду была воздушная петля, мы в этом ряду вяжем столбик без накида. Там, где в прошлом ряду был столбик, мы вяжем над ним воздушную петлю.
петлю. Это классическая шахматка, вы наверняка ее знаете и по моим урокам, и по другим урокам. Очень простой, красивый узор. Теперь мы просто вяжем таким образом из ряда в ряд. Единственное, я хочу обратить ваше внимание на последнюю петлю, чтобы вы про нее не забыли и точно провязали. Чтобы у нас ширина нашего образца и вообще в дальнейшем полотна не сужалась и не расширялась, а была ровной. Так, вот почти. Я не смотрю, какой там цвет, где там цвет в предыдущем ряду или какого цвета у меня сейчас нить. Это мне совершенно сейчас не важно. Мне просто важно провязать несколько рядов. Вот посмотрите, хочу обратить ваше внимание на последние петли. Значит, вот у меня одна петля. И что важно, вот еще одна, видите? Вот ее надо не пропустить. То есть вот я сейчас связала воздушную, вот сюда вяжу столбик, воздушную, и заключительный столбик я провязываю слева от этого столбика. То есть вот его галка вот эта, да? То есть я вот сюда слева ввожу крючок, получается вот сюда, и провязываю. Вот. Вот так это будет выглядеть. Снова 2 воздушных, поворачиваю, и опять там, где у меня была воздушная петля, теперь будет столбик. Так я провязываю несколько рядов. Тут надо потерпеть. Понятно, что уже видно, что что-то никакого прекрасного геометрического рисунка не складывается. Но это образец, который нам поможет этот рисунок все-таки нарисовать. Провяжите хотя бы, ну, там, не знаю, 6-7 рядов. Просто чтобы увидеть, что рисунка пока еще нет. Ну вот, провязали мы с вами несколько рядов. И что мы видим? В общем, фигня какая-то. Никакого рисунка здесь нет. Просто набор перекликающихся столбиков разного цвета. Где, спрашивается, обещанная геометрия? Но давайте не будем расстраиваться, давайте продолжим наши испытания. Что нам нужно сделать сейчас? Этот образец мы вязали не только для того, чтобы убедиться, что у нас ничего не выходит, но еще и для 2 других вещей. Во-первых, понять, какая ширина у нашего цветового раппорта. Напомню, цветовой раппорт – это вот этот фрагмент полотна нашего вязаного, в котором присутствуют все наши цветовые отрезки. В моем случае, вот в случае этого клубка, здесь 5 цветовых отрезков. Для чего нам нужна ширина этого цветового раппорта? Для того, чтобы представлять потом будущую ширину нашего будущего изделия. То есть, например, если мы вяжем плед, то мы будем знать, например, что ширина этого цветового раппорта составляет, не знаю, там 20 сантиметров там, или 25 сантиметров. И мы будем знать, сколько у нас здесь столбиков, не петель, а именно столбиков каждого цвета. И имея эти 2 величины, мы сможем рассчитать ширину, которая нам будет нужна. То есть сколько нам в предлагаемую ширину, например, в метр шириной, да, сколько нам нужно уложить этих цветовых сегментов. Это первое. А второе, мы сейчас с вами выявим по этому полотну, сколько в каждом цвете у нас столбиков. Берем бумажку, пишем на этой бумажке наши цвета в той последовательности, в которой мы вязали. Помните, у нас там были с вами белый, черный, синий, красный, желтый. Вот я их так записала в столбик. Белый, черный, синий, красный, желтый. Теперь нам нужно понять, сколько столбиков, например, в белом цвете. Давайте смотреть на полотно и считать, сколько у нас столбиков. Ну вот, например, у нас белый цвет. 1, 2, 3, 4. Видите, я считаю прям столбики. Воздушные петли, это мне все не важно. Вот здесь, например, 1, 2, 3. Вот это половинчатый какой-то, он уже получерный у нас. Вот здесь 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Так. 1, 2, 3 с половиной. Так, здесь у нас 1, 2, 3. 1, 2, 3 с половиной. Так 3 или 4? Вот здесь тоже 1, 2, 3 с половиной. Непонятно, то ли 3, то ли 4. Да? Что делать в этом случае? В этом случае мы запишем 3,
а в скобках 4 под вопросом. Потому что все-таки чаще всего у нас 3 петли. То есть это же зависит от плотности вязания. Где-то мы чуть слабже вязали, где-то чуть плотнее. Но, как правило, везде 3. Но про 4 мы запомнили. Посмотрим на черный цвет. Сколько у нас черных столбиков? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Но здесь вот половинка черного только. Нам целые нужны. 1, 2, 3. 1, 2, 3 с половиной. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 с половиной. 1, 2, 3 с половиной. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 все-таки. Здесь больше 4. Поэтому ставим 4. Синий. То же самое. Смотрим на синий цвет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 с половиной. Тут тоже 3 с половиной. 1, 2, 3, 4. Так. 1, 2, 3, 4. Дальше уже красный здесь идет. 1, 2, 3. 1, 2, 3 с половиной. 1, 2, 3, 4. Я бы сказала, что тоже 4 здесь все-таки. Хотя 3 можно было бы написать в скобках. Так, красный. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Тут 4, 4, 4, 4, 4, 4. Все-таки 4. И желтый. 1, 2, 3 с половиной. Тут у нас 4, 4, 3 с половиной, 4, 4. Здесь 4. То есть, кажется, 4. Здесь тоже 4. Запишем 4. Итого у нас получается, скорее всего, 3 белых, 4 черных, 4 синих, 4 красных, 4 желтых. Такая вот картина. Что мы делаем теперь? Теперь начинается самое веселое. Мы попробуем из этих вот петель посоставлять орнамент. Составлять этот орнамент мы будем с помощью специальной программы. Сейчас я вам все покажу. Что мы делаем теперь? Заходим в Яндекс. Набираем в строке поиска латинскими буквами Blend Pooling. У вас тут сразу высвечивается первая строчка. Мы на нее нажимаем и попадаем вот на такую страницу. Это такая программа, которую сделали наши, видимо, американские друзья. Спасибо им за это большое. Эта программа позволит нам поиграть с рисунком и выбрать нужный. Что мы тут видим? Вот это поле. Написано Stitches in a row, что значит количество петель в ряду. Тут по умолчанию сколько-то забито, это все можно менять. Дальше. Color 0. Цвет 0. Color 1. Цвет 1. Number of stitches. Это значит количество петель в данном цвете. Значит, мы берем наш список и видим. Первый цвет у нас в списке белый. Кликаем вот в это поле. Нажимаем на белый цвет. Тут не важно, прям попадете вы четко в белый или это будет какой-нибудь там молочный. Совершенно не важно. Вот выбрали этот белый цвет. А в этом поле набираем, что у нас в нем 3 петли. Видите, рисунок поменялся сразу. Второй в списке цвет у нас черный. В нем мы решили, что у нас 4 петли. Так. Дальше нажимаем Add a Color, что значит добавить цвет. Кликаем на поле. У нас следующий цвет синий. Допустим, вот такой. В нем у нас 4 петли. Следующий цвет у нас красный. Какой-нибудь такой вот. Повторю, тут не важно оттенок. Просто главное, чтобы вы сами понимали, что это красный. В нем у нас тоже 4. И последний цвет желтый. Так, ну похожий вот на желтый, допустим, вот этот. И в желтом у нас тоже 4. Так, видим какую-то белиберду. Теперь рисунок у нас будет меняться, если мы будем менять вот это вот число. Количество петель в ряду. Давайте ставим его абсолютно от балды. Вот мы, например, поставим 10. Что будет? Ничего не будет, очень крупно.
Давайте поставим 30. О, уже смотрите, немножко проглядывают ромбики какие-то. А если поставить 36, ромбики стали поменьше. А 38, вообще исчезли ромбики, стало все прямое. Давайте поставим 40, 41. Видите, меняю просто. И смотрю, что происходит. Пока что ничего, ну вот это еще может быть, но тоже не очень явно проступает рисунок. Пока что ничего гиперкрутого я не вижу. О, смотрите-ка что. Красивые ромбы. То есть вот я поставила 47, абсолютно от балды, да, то есть просто перебором. И вот у меня получились вот такие красивые ромбы. А если я себе на бумажку запишу, что вот 47 у меня получилось неплохо. Дальше, давайте дальше смотреть. 48, тоже неплохо, видите, они просто смещаются немножко. То есть те же ромбы просто немножко смещаются по вертикали. Так, на 49 маленькие ромбики. Так, 50 не очень. Перебираем в этом десятке, что может быть. Вот, смотрите, какие. На 56 получаются симпатичные тоже ромбики. Так, на 57 нет. 58 те же симпатичные ромбики. 59 не очень, расплывчато. Так, а если, например, 62... То есть, понимаете, да, я просто... О, смотрите, наши ромбы на 66. То есть я просто играюсь и выбираю тот рисунок, который мне подходит. Что, допустим, мне понравился вот этот именно орнамент, именно такие вытянутые ромбы. Что для меня означает цифра 66? Ничего на самом деле. Это не значит, что мне нужно набрать 66 петель. Мы эту цифру, это число используем только для того, чтобы получить здесь картинку. Если нас устроил этот рисунок, то что мы делаем дальше? Мы смотрим, сколько у меня цветовых рапортов умещается в ширину вот этого вот моего фрагмента. Во-первых, надо понимать, что здесь, в отличие от классического вязания, мы будем вязать вот так вот. Видите, я иду с левого края, вот так вот, раз, потом спускаемся вниз, и вот так мы сверху вниз двигаемся. Я смотрю, сколько цветовых сегментов у меня здесь получается. Вот смотрите, белый отрезок, черный, синий, красный, желтый. Вот у меня вот этот цветовой сегмент 1, да? Опять белый, черный, синий, красный, желтый. 2 этих цветовых сегмента. Дальше 3 и половинка, да, потому что здесь не целиком цветовой сегмент. То есть у меня, чтобы получить вот такой вот орнамент с такими ромбами, мне нужно будет связать 3,5 цветовых сегмента. Помните, мы когда вязали образец, я вам говорила, что нам важна ширина этого нашего образца. Вот для чего она нужна. То есть мы там его, например, измерили, допустим, он получился 20 сантиметров. Это значит, что такое полотно с таким рисунком будет шириной какой? 3 цветовых сегмента, то есть 60 сантиметров и плюс половина. 60 плюс еще 10, то есть 70 сантиметров. То есть если мы будем вязать вот такой рисунок, то у нас получится полотно примерно 70 сантиметров в ширину. Сколько петель для него набирать, спросите вы. Тут надо подгонять на самом деле. То есть нужно набрать, например, не на такая ширина не означает, что нужно набрать воздушных петель на 3,5 цветовых сегмента. Нет, нужно набрать их все равно больше. Больше примерно в 1,5 раза. То есть на самом деле в данном случае я бы набирала не на 3 цветовых сегмента, а, например, на 5. И тогда мы уложимся, и получится у нас нужной ширины полотно. Значит, итак, повторю. Здесь можно, увеличивая вот это число, во-первых, смотреть на орнамент, который получается, а во-вторых, увеличивать тем самым количество цветовых сегментов, что увеличить нам в итоге ширину нашего полотна. То есть, если вы хотите связать большой плед, да, например, 1,5 метра в шириной, вы должны понимать, что для этого, если у вас ваш цветовой сегмент, да, имеет длину 20 сантиметров, значит, для того, чтобы связать плед шириной 1,5, вам нужно понять, сколько тогда цветовых сегментов вам нужно, исходя из этого подбирать себе орнамент. Например, мне нужно для большого пледа 10 цветовых сегментов. А вот в этом рисунке у меня сейчас мы посмотрим, 1, 2, 3, 4 всего цветовых сегмента, а мне нужно 10. Значит, мне нужно сильно увеличить это число. Например, я наберу здесь 150. Но этот рисунок мне, допустим, не очень подходит. 154, 7. Вот, например,
Ну, пусть будет 7. Вот если 157, сколько у меня тут цветовых сегментов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? То есть, соответственно, если хочу 10 цветовых сегментов, мне нужно еще больше увеличить это число. Не переживайте, что у вас тут схема получается очень мелкая, это не важно, вы по ней не будете вязать на самом деле. Я сейчас вам объясню дальше, то есть вы будете вязать сами в том же ритме, в котором мы вязали до этого, вам не важна будет глобальная эта схема. Вам нужно будет только понять, где закончить первый ряд. Итак, с этим, я надеюсь, ясно? Мы с вами сейчас определим, что нам, допустим, нужен вот этот рисунок. Мы увидим, что здесь у нас раз цветовой сегмент, 2 цветовой сегмента и еще половинка. Это значит, что мы прикидываем, примерно у нас должно получиться полотно шириной там, в 2,5 сегмента, это примерно, например, 50 сантиметров. Да? Сейчас мы посмотрим, может быть, помельче какой-то можно для образца взять, чтобы нам просто с вами побыстрее увидеть результат. Вот, например, если попробовать так, здесь мы тоже увидим результат с вами. Здесь у нас 1 и чуть-чуть, 1 с четвертью сегмент. Давайте на нем как раз попробуем. Вот мы решим, что мы берем именно этот орнамент просто для образца. Что это значит? Что мы с вами сейчас наберем воздушных петель на 2, например, цветовых сегмента, потому что у нас здесь 1, но мы наберем на 2, чтобы точно хватило. И начнем вязать. Как мы будем вязать? Начнем вязать вот здесь с этого угла, как и было. То есть у нас 3 белых, 4 черных, 4 синих, там 4 красных, 4 желтых. И опять 3 белых, 4 черных. А вот синих у нас тут, видите, раз, два. Мы провяжем 2 синих, потом 2 воздушных петли и перейдем на второй ряд и начнем его с 2 синих, потом дальше по нашему плану 4 красных, 4 желтых, снова 3 белых и так далее, и так далее. Здесь у нас останется провязать в конце ряда 3 желтых, дальше мы провяжем 2 воздушных и 4 желтую уже на 3-м ряду. И так мы с вами будем идти. Вот так, вот так. Схема нам уже будет не нужна. Единственная наша задача, главная, будет состоять в том, чтобы четко придерживаться вот этого нашего плана. Мы всегда будем вязать 3 белых, 4 черных, 4 синих, 4 красных, 4 желтых. И тогда у нас получится вот такой рисунок. Давайте попробуем. Итак, мы снова в начале пути, но теперь будем вязать по плану. У нас с вами есть количество столбиков, которому нам нужно будет придерживаться в каждом цвете. Будем пробовать это делать. Для начала нам нужно набрать цепочку воздушных петель, как мы с вами договаривались, поскольку у нас в нашем рисунке 1,5 цветовых раппорта, то мы наберем петель на 2 таких цветовых раппорта, чтобы нам точно их хватило. То есть вот сейчас мы пока наблюдаем, как идет этот первый наш цветовой раппорт. Белый мы провязали, черный. Вот сейчас начинаем синий. Сейчас после синего у нас будет красный. Затем желтый. И мы перейдем на следующий цветовой раппорт. Вот он опять начался снова белый. Черный. Так, красный. И сейчас будет у нас уже заканчиваться второй цветовой раппорт. Вот желтый. Как только мы вытянем белый цвет, мы переходим на вязание уже ряда. Вот, вытянули белый цвет. Все, мы набрали на 2 цветовых раппорта. Теперь нам нужно придерживаться нашего плана. Вот такого, да? Белый 3, черный 4, синий 4, красный 4, желтый 4. Мы уже на вот эти наши вот вопросы не обращаем внимания, потому что мы наш орнамент уже построили на этих числах. Если вдруг мы увидим, что в полотне придерживаться именно такого количества будет тяжело, значит, нам нужно будет переделать эти цифры, перерисовать орнамент и вязать заново. Но сейчас мы увидим в процессе, как у нас все будет строиться. Итак, белого цвета всегда должно быть у нас по схеме 3. Значит, начиная со второй петли вяжем первый столбик,
воздушная, второй столбик, воздушная и третий столбик, воздушная. Что мы видим? Мы видим, что на самом деле белого цвета у нас еще чуть-чуть осталось, примерно еще на один столбик. Если мы сейчас продолжим вязать, у нас будет не 3 белых, а 4. Это нам никак не подходит. Что делать? Провязать чуть посвободней. То есть чуть-чуть посвободнее. Раз, два, три. Вот уже лучше. Вот у нас уже совсем чуть-чуть осталось. В идеале, конечно, вытянуть уже нить другого цвета, но так, допустим, тоже подойдет сейчас нам. Мы это увидим. Дальше 4 черных нам надо провязать. Значит, вот у нас первый черный, второй, третий, четвертый. С черным получилось плюс-минус ничего. Мы ровно где надо пришли к синему цвету. Так, синего у нас тоже 4. И 4. Отлично, тоже пришли вовремя к красному. Красного у нас тоже 4. У нас всех по 4, кроме белого. Отлично. Вот это идеальный вариант, когда вытягиваем уже в конце новый цвет. И заключительный желтый тоже 4. И 4. Замечательно. Вот мы провязали один цветовой сегмент. Дальше у нас по тому рисунку, который мы с вами в программе сделали, вот когда мы провязали цветовой сегмент, дальше мы видим там не целиком следующий. Что значит не целиком? У нас там 3 белых, 4 черных и 2 синих, после чего мы должны повернуть на другой ряд. Так мы и вяжем. Значит, вяжем 3 белых. Так, опять попробуем еще чуть послабже связать их. Значит ли это, что на самом деле у нас 4 должно быть белых? Возможно. Мы это поймем, вот сейчас вот немножко провяжем. Если каждый раз у нас будет такая проблема, что вот все время слишком свободно надо вязать, и полотно не устаканится, тогда нам придется перерисовать орнамент. Итак, связали 3 белых. Дальше нам нужно связать 4 черных. Так, пришли к синему. И 2 синих только, вот по тому рисунку. Раз, два. Дальше делаем 2 воздушных. И еще 2 синих, у нас должно быть их всего 4, мы будем делать уже на изнаночной стороне. Раз. И вот аккурат 2. Все, дальше мы идем уже как нам по нашей вот этой бумажке. Нам тот рисунок больше не нужен. Вяжем 4 красных. Опа, смотрите, мы связали 3, и у нас уже красный цвет закончился. Немножечко распустим. Даже мы сейчас этот синий последний распустим. Свяжем его чуть потуже, чтобы нам больше нити пришлось на красный цвет. Так вот. И чуть потуже свяжем 4 красных столбика. Так. Куда нам тут вводить? Вот, видите? Хватило. Все в порядке. Вы постепенно привыкнете и будете четко понимать, и рука привыкнет к определенной плотности, и вам не придется распускать ничего. Будете все. Так, 4 желтых. Будет все гораздо проще. 3 белых. Так, снова 4 черных. То есть повторяем каждый раз определенное количество столбиков в каждом цвете. Это залог успеха. Перешли на синий. Перешли на красный. 4 красных у нас должно быть.
Не хватит, видите, чуть-чуть опять красного цвета. Сейчас я синий просто чуть потуже свяжу, и тогда все хватит. Обычно вот в первых рядах это происходит, когда еще с плотностью все у нас нечетко. Чуть потуже синий. Так. Чуть потуже красный. Тогда у нас нити хватит ровно. 3. И вот у нас 4. Отлично. Так, и вот смотрите, у нас здесь даже рисунок нам не нужен. Помните, я же вам показывала, как провязывать последнюю петлю. Вот у нас тут 3 столбика предыдущего цвета. Соответственно, мы сейчас желтым цветом провяжем. 1, 2, 3 вот сюда. А 4 уже на другой стороне. То есть 1, 2, 3 вот сюда слева от этого столбика. Дальше 2 воздушных. И на 4 нам вот буквально чуть-чуть осталось желтого цвета. Видите, вот этот 4 уже получился наполовину белым. Хорошо это или не очень, в данном случае это не страшно, потому что помните, что у нас белого много, да, нам всего 3 петли надо провязать, поэтому это не страшно. Если бы у нас белого было впритык, то надо было бы чуть-чуть здесь распустить, взять потуже, потому что у нас желтый цвет ушел на 2 воздушных еще. И чтобы добиться, чтобы этот столбик был полностью желтого цвета, да. Так, все, снова 3 белых. Связали, 4 черных и так далее. То есть просто мы должны следить, чтобы у нас количество столбиков в каждом цвете было таким, как мы написали с вами на бумажке. И чтобы на повороте мы про это тоже не забывали и нужное количество столбиков провязывали. Сейчас мы с вами еще раз дойдем до поворота, я вам еще раз это покажу. Так, 4 желтых сейчас у нас будет. 3, 4, 3 белых. Видите, белый уже отлично укладывается, не надо ничего расслабленно вязать. Снова 4 черных. И вот здесь мы сейчас с вами внимательно посмотрим. То есть вот мы перешли на синий цвет. У нас здесь 1 столбик. Вот он предыдущего ряда, тоже синий, да? Соответственно, чтобы нам связать 4 синих, мы 1 свяжем здесь. Дальше 2 воздушных. А остальные 3 синих столбика, здесь только 1 у нас, еще 3 мы свяжем уже на другой стороне. 1, 2, на 3 не хватило, видите, нитки, потому что здесь у нас эта синяя ушла на воздушный, значит, надо потуже связать, чуть потуже, то есть чуть поменьше нити постараться вытянуть. Так, попробуем еще раз. 2, 3. И вот почти. Нет, все-таки вот так нехорошо. Видите, он половинчатый получился, красный. Что надо делать тогда? Тогда надо связать еще и черный потуже. Раз, 2, 3, 4. Вот, чтобы, видите, у нас воздушная даже еще черным была, но новый столбик, чтобы у нас уже был синим. Так, значит, 1 столбик мы связали, 2, 3, и на 4 нам тогда хватит. Вот, теперь он лучше получился, еле-еле красноватый, но так уже гораздо лучше. Все, вяжем дальше.
уже более можно. Нет, не более. Чуть надо потуже тоже красный. 4 нашего красного. Иногда, чтобы достичь нужного количества столбиков в цвете, можно менять крючок. Но это уж, мне кажется, такое себе удовольствие. Все-таки мы же помним, что удовольствие надо получать от вязания. Если мы еще и крючок будем менять в процессе, будет как-то совсем не до удовольствия. Так, с белым проблем у нас нет. Связали 3. Вот такое у нас получается полотно. Пока тоже никакого рисунка не видно. Рисунок мы сможем увидеть только через несколько рядов, когда свяжем, и он тогда у нас прорисуется. Значит, мы продолжаем с вами таким образом вязать. Четко следим, соблюдаем количество столбиков в каждом цвете. Не пропускаем с краев столбики, да, провязываем нужно, в нужном количестве. Если видим, что нити не хватает на нужное количество столбиков, значит, чуть поплотнее вяжем. И постепенно на наших глазах будет вырисовываться рисунок. Что делать с этим хвостиком? Ничего, его можно будет обрезать. Здесь он не распустится, просто вот закрепляется. Здесь хвостик протягивается через петлю. Нужно ли было нам столько набирать петель? Можно было рискнуть и набрать не на 2 раппорта, а на 1,5, допустим. Можно было и так. Я предпочитаю просто всегда чуть больше, чтобы точно петель хватило. И заодно вы можете как раз убедиться в том, что поскольку здесь 1,5 раппорта цветовых, то у вас ширина изменилась, да, вашего полотна. Соответственно, она будет чуть больше. Вот помните, мы там с вами в программе, когда меняли число, то самое, вот оно как раз и приводило к тому, что изменяется ширина полотна за счет увеличения количества раппортов. Итак, провяжем в таком духе еще ряды и посмотрим, что получится. Ну что ж, вот я провязала несколько рядов, чтобы мы с вами могли убедиться в том, что рисунок теперь хорошо виден. Вот они, линии идут, ромбы идут. Если мы дальше бы продолжали, получилось бы вот такое вот интересное полотно. Оно двустороннее, одинаковое. Вот что делает магия пулинга. Всего лишь нужно просчитать рисунок с помощью программы. Вязать очень просто, потому что нужно всего лишь придерживаться определенного количества столбиков в каждом цвете и больше ничего. Кстати, если мы с вами решили, например, все-таки белым вязать, например, 4, а синим вязать 3, у нас было бы, например, 4, 4, 3, 4, 4, мы бы тогда эти цифры с вами вбили в программу и поиграли бы там количеством, и, возможно, получился бы другой рисунок. Если бы в процессе вязания мы бы поняли с вами, что, например, все-таки белых 3 очень сложно вязать, ну, все время получается, например, 4, или наоборот, красных 4 очень сложно, и все время получается 3, то тогда, опять же, мы бы переставили эти цифры в программе и посмотрели бы какой-нибудь другой рисунок. Главное, что если вы выбрали орнамент, то вы должны придерживаться этого количества петель в каждом цвете на протяжении всего полотна. Вот такой вот рисунок. Повторю, он зависит и от пряжи, и от вашей плотности вязания, и от выбранного орнамента, и от количества столбиков в каждом цвете. Это значит, что много-много разных рисунков может быть из одной и той же пряжи у разных людей. Поэтому, конечно, будет интересно, если вы теперь, посмотрев это видео, возьмете секционно окрашенную пряжу и сделаете с ней 2 вещи. Во-первых, проверите, подходит ли она для пулинга. Мы с вами в начале этого видео разбирали. А второе, если она подходит, попробовали бы из нее связать и показали бы потом мне, или хотя бы написали в комментариях, получилось или не получилось. И, кстати, в комментариях, пожалуйста, к этому видео напишите, если вы уже вязали пулингом, то из какой пряжи, потому что моя цель, конечно, собрать максимальное количество марок пряжи, которые подходят для пулинга. Не на каждой пряже написано, что она подходит для пулинга, к сожалению. Поэтому с вашей помощью мы создадим такую базу знаний, чтобы каждому новому мастеру, который будет сталкиваться с этой техникой, было попроще. Он бы уже знал, какая пряжа подходит, какая нет. Спасибо большое, приятного вам вязания и будьте здоровы!